Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю вам рассмотреть утонувшие города мира. Вы прекрасно знаете позицию науки: потопа не было, но утонувших городов масса. Вот их я хочу в этом видео вас познакомить с теми городами утонувшими, которые науке известны, которые они изучают. Плюс показать те города, утонувшие и смытые потопами, которые удалось найти мне и другим исследователям, чтобы вы понимали масштабы катастроф, которые происходили, к сожалению, еще даже в недавнем прошлом. И увидели настоящие объемы затопленных территорий, изменения как раз географии и к чему это приводило и в прошлом. Потому что мы увидим города, затопленные в разную эпоху, по разным причинам, но смысл остается прежним. То есть потопы были в прошлом и будут в будущем. Но, к сожалению, большинство из них это рукотворные потопы. Поэтому и нужно изучать этот вопрос со всех сторон, чтобы понимать, с чем мы имеем дело, как на это реагировать, как это изучать, ну и как это предотвратить далее. Друзья, вы помните тот наглядный пример с кровью, как синтезит буквально за час разгруппировал эритроциты, восстанавливая нормальный процесс переноса кислорода. У меня возникает вопрос, что именно происходит на клеточном уровне, чтобы дать такой быстрый системный эффект. Ответ пришел из авторитетной международной лаборатории MacroLife Biotech Германия. Они провели исследования не на крови, а на генах наших иммунных клеток. Как оказалось, синтезит включает гены защиты сосудов от окислительного стресса, который повреждает стенки сосудов и ведет к атеросклерозу. Переключает иммунитет на восстановление. Усиливает гены, которые гасят хроническое воспаление, ту самую тихую угрозу для сердца и мозга. Клетки начинают работать в режиме ремонта, а не атаки. Влияет это все на гены долголетия. Это объясняет, почему эффект на кровь не случайность, а следствие глубокой клеточной регуляции. По сути, перед вами статья, где мы видим, что на дне Черного моря найден неизвестный раньше город, который сам старше пирамид Хеопса, как они считают. Так, подводные археологи детально исследовали руины древнего затопленного поселения, найденного у Черноморского побережья Болгарии. Установили, что ему порядка 6000 лет. То есть этот город был обнаружен еще в 70-е годы 20 века, и они его до сих пор изучают. Он находится примерно вот здесь, где-то в районе Бургаса. То есть они его изучали в районе Рапотама, Бургас, вот где-то в этом районе он находится. То есть город был основан 6000 лет назад, но когда он утонул примерно 2000 лет назад. Опять же, по их данным, они сначала думали, что городу там 5000 лет, потом определили, нет, что все-таки ему 6, проводя раскопки. И археологи считают, что даже в 6 веке до нашей эры, в период Древней Фракии и древнегреческих колоний на современном побережье Черного моря Болгарии на этом участке существовал морской порт. Причем он проработал до нашей эры. То есть город существовал 4000 лет и утонул примерно 2000 лет. Но опять же, по их реконструкции. И вы уже понимаете, что на берегу Черного моря, мягко говоря, это не один такой город, потому что есть Фанагория, самый большой считается греческий город, который сейчас находится на территории России. Он был основан на побережье Черного моря в 6 веке до нашей эры. Ученые выделяют портовые конструкции небольшой некрополь, просуществовал 1500 лет, был покинут примерно в X веке. Причина неизвестна. Какая-то странность. Люди покидают, причина неизвестна, и город начинает плакать и уходит под воду. Ну, это, по крайней мере, реконструкция ученых такая. С 18 века этот город привлекает внимание археологов, потому что они узнали о нем. Но раскопки идут очень медленно из-за того, что слой песка составляет до 7 метров. Вот перед вами определенные находки, что там были сделаны. Находится он примерно в Таманском заливе, где-то в этом районе его остатки. Вот съемки подводные, можете перейти по ссылкам, которые будут под видео, как всегда, и ознакомиться.
То есть древний город Фанагория в Черном море у берегов России, герой мифов и художественных произведений. Здесь тоже хочу обратить ваше внимание, что так называемые легенды, художественные произведения, в которые никто не верит, но когда их изучают, оказывается, что это стопроцентная правда. Просто эти города погибли определенным образом, что он действительно существовал. Если прочитать историю Рима, то становится известно, что в 63 году до нашей эры восстание закончилось тем, что большая часть этого города была сожжена, а жена и дети Митридата VI были убиты разъяренной толпой. Археологи изучили подводный некрополь Фанагории и обнаружили надгробный камень, надпись на котором гласила: «Гипсикрат, жена Митридата IV». Ну, Гипсикрат — это там переиначенное на мужской лад женское имя древности, потому что эта жена была там мужеподобной, скажем так. Поэтому вот вам и решать, мифы, легенды, они имеют право быть рассмотренными. И нужно их проверять? Конечно, нужно, потому что если вы смотрели мой канал, вы видели много раз, как я, проверяя мифы и легенды, тоже находил их подтверждения и погибшие цивилизации прошлого. Еще один город, Павлопетри, уникален уже тем, что это первый подводный город, обнаруженный археологами. Очень древний. Найденные артефакты свидетельствуют, что первое поселение на месте относится еще к эгейской цивилизации. А это, между прочим, как раз 4000 лет назад, когда, например, был сделан тот же самый Фесский диск. То есть и та цивилизация тоже 3500 лет примерно назад погибла, непонятно от чего. Говорят, от извержения вулкана, ну, скорее всего, там другая была причина. То есть очень древние артефакты. Примерно даже 4-6 тысяч лет до нашей эры, их датировка, на площади 30 тысяч метров квадратных. Ученые нашли остатки жилых и религиозных зданий, также кладбища. Считается, что город пострадал от многочисленных землетрясений, в результате чего и утонул. Подводные руины находятся на глубине 3-4 метра на юге материковой Греции, в Лаконии, близ города Павлопетри, который и дал название городу. Как город назывался в древности, а также государственная форма устройства, никому не известно. Ученые полагают, что это был крупный торговый центр. То есть его примерно вот здесь вот нашли. То есть глубина затопления относительно небольшая. Но факт остается фактом. Город утонул. Рядом Баи, Италия. Тоже на месте найденного города построен подводный археологический парк Баи. Часть парка включает замок Баи и полузатопленный храм Сераписа. Находится на суше, другая на глубинах от 3 до 24 метров. Уже больше глубина затоплений. Дайверы могут погулять по подводным улицам, посетить виллу Нерона, а также заплыть в римские бани, построенные около 1500 лет назад. То есть город утонул совершенно недавно. Город славится горячими источниками, что способствовало его процветанию как античного спа-курорта. Установлено, что некогда богатый и красивый Баи был разграблен сарацинами, и после этого заброшенный и пустынный постепенно ушел под воду в результате вулканической деятельности. Ну, наверное, у науки такая тема, что пришли, разграбили, типа жителей не осталось, город заплакал и пошел под воду. Ну, вулканическая деятельность еще помогла. Немного ли вулканической деятельности как раз по берегам морей и океанов. Еще парочка городов, которые вместе находятся. Этот город греки называли Гераклион, а египтяне Тронис. Он находился на северном побережье Египта и считался одним из самых важных портовых городов Средиземноморья. В этом подводном городе, покоящемся на 50-метровой уже глубине залива Абукир, то есть примерно в этом районе, где стрелочкой показано, где Нил впадает в Средиземное море, под слоем песка были найдены предметы быта, украшения, руины, дворцовые древние статуи. Кроме того, в 6 километрах от берега по сей день покоятся обломки 64 египетских кораблей, то есть глубина затопления 6 километров утонула, и на глубину где-то около 50 метров все погрузилось. Когда это произошло, тоже вопрос такой интересный, потому что город был официальным портом Египта в период с 664 по 332 год до нашей эры. Как и во многих других затонувших городах, артефакты сохранились в хорошем состоянии, что помогает максимально точно воссоздать картины быта городов и архитектуру и планировку. Артефакты, которые поднимают на поверхность, свидетельствуют о том, что в свое время это был большой торговый центр оживленной торговли, то есть порт.
Более 60 древних судов, которые были потоплены в районе порта по разным причинам, тоже найдены, наряду с сотнями якорей, монет, табличек с надписями на греческом, египетском языках, большими скульптурами из храмов. Эти храмы посвящены богам, остались почти нетронутыми. То есть уникальные артефакты. Рядом же находится часть затопленной Александрии, то есть фактически рядышком. Часть древней Александрии находится на дне океана, городу, которому 2000 лет, считается затонувшим в результате землетрясения. Кроме царского дворца были найдены храмы, кварталы военной постройки и аванпосты, большие частные комплексы. Также нашли дворцовый комплекс Клеопатры, который она называла ее и Марка Антония домом, местом, где она совершила самоубийство, чтобы не сдаться своим захватчикам. То есть буквально это рядышком все находится. Огромные гранитные статуи остаются лежать на дне океана, куда когда-то упали. В результате серии толчков, землетрясения в период с 4 по 8 века до нашей эры, археологам удалось очистить от песка храм Исиды, статуи отца и сына Клеопатры и другие артефакты, включая посуду, драгоценности, амулеты, маленькие статуи, ритуальные лодки, которые были подняты на поверхность. То есть тоже уникальные катастрофы, когда, что это происходило, по каким причинам, где там какие вулканы, какая вулканическая деятельность у берегов Африки, вопрос открыт. То есть, может, это были какие-то глобальные, опять же, изменения. Ну, а более глобальными изменениями, о которых наука не знает и знать не хочет, а я вам их уже показывал, когда мы изучали вопрос Атлантиды, вот эти зоны, где находятся утонувшие города Атлантов, которые и по данным науки катастрофа, это гигантская планетарная была 13 тысяч лет назад, и по данным славянского календаря, все ссылки на материалы в описании, и в этих зонах А, Б, С тоже найдены остатки разрушенных подводных городов. Вот эта зона А, где у Платона в его диалогах можно найти указания, что столица Атлантиды состояла из двух островов, большого прямоугольного плана и более скромного по размерам, округлого, что мы видим остатки на спутниковых снимках. Они расположены рядом. Их давно нашли, показали, но это, конечно, никому не интересно, потому что катастрофа была гигантская, и, честно говоря, причины, которые к ней привели, они очень сильно проявлены и в наше время. Перейдите, посмотрите мои видео про Атлантиду. Я же нашел еще больше городов Атлантиды, вот более-менее лучше всего виден подобный город, который повторяет те, что мы нашли. Он виден, что он гигантские размеры имеет. Видно, что это как раз человеческая застройка. То есть это был портовый город гигантский прошлого. Видно, что там раньше текли реки. Но сейчас это все под водой. То есть это как раз отголоски той катастрофы, которая произошла 13 тысяч лет назад. Обратите внимание на размеры города. Он гигантский просто. Как и те города Атлантиды, что я показывал до этого. То есть он находится у берегов Великобритании примерно. Ну, и опять же, город, который известен науке, кубинский подводный город, комплекс сооружений, который находится рядом с островом Куба, который я тоже показывал в видео про Атлантиду. На изображении, которое мы получили эхолотом в 2001 году, видно, что на глубинах аж 600 до 750 метров, то есть на площади примерно в 200 гектаров, расположены пирамиды, остатки городских сооружений, то есть уникальные сооружения на большой глубине, причем на большом удалении от основного океана, скажем так. И то, посмотрите, на какую глубину они погрузились. То есть город, найденный тогда, включает в себя 4 пирамиды, одна из которых состоит из стекла или горного хрусталя. На территории города обнаружен сфинкс. Надписи на сфинксе вырезаны на неизвестном языке. То есть уникальные сооружения находятся еще и под водой, не только на суше. Также в конце 90-х годов индийские археологи исследовали приливную зону в районе Банапура. И на глубине от 7 до 40 метров были найдены руины древнего города, стены, здания и храмы, мощенные плитные дороги, скульптуры, монеты. Как выяснилось, опять же подтверждена была легенда. Это был легендарный город Дварака. Упоминание об этом городе, как о столице бога Кришны, есть еще в Пуранах и Махабхарате, древнейском индийском эпосе. То есть, опять же, древние легенды, мифы полностью подтверждаются. То есть у берегов Индии находится этот легендарный город. Легенда гласит, что Дварака был воздвигнут за одну ночь по велению Кришны. По преданию, столица просуществовала около 10 тысяч лет. А через 7 дней после смерти Кришны город поглотило море.
В древних сказаниях Дварака описывается как очень богатая и необычно красивая столица. Город был построен посреди моря, в нем были прямые дороги, широкие улицы и переулки, а также чудесные сады и парки, где росли деревья желаний. Город, где было множество дворцов и ворот. Почти все дворцы были необыкновенно высокими. Ну, я даже знаю почему, потому что если Кришна прожил 10 тысяч лет, то его, мягко говоря, рост должен был быть гигантский. То есть он был гигантом, как минимум. Потому что, обратите внимание, его основали по приказу Кришны, сделали. А как Кришна умер через 10 тысяч лет, неизвестно, сколько он до этого прошел, ну, город погрузился, получается, под воду. Но 10 тысяч лет, попробуйте это прожить. Еще один уникальный объект, забытый всеми, Квинзай. То есть, скорее всего, царь-город. Город, который был известен еще в 17 веке. Находился на территории современного Китая. Сейчас вы о нем ничего не слышали. Что же писали про нем в прошлом? Нет в мире больше города, чем этот. Марко Поло описывает, что он имеет 12 тысяч каменных мостов. Таких высоких, что под ними могут пройти корабли. Этот город принадлежит великому хану. Богатые граждане, особенно женщины, любят ходить в бани, в термы. Все дороги у них вымощены камнем. Однако, чтобы пересечь весь город, вам понадобится лодка. Это вот карты 17 века, 16, 17. Я уже показывал, ссылки дам в описании. Подробно разбирал этот вопрос. Где же находился этот город Квинзай. И есть и на других каналах люди разбирали этот вопрос. Но я более чем уверен, что он находился на территории современного Китая, где сейчас находится и самый большой город прошлого Шанхай. Он стоял на основной речной системе, а раньше дорогами основными были реки, поэтому ничего удивительного. Вот от него осталась только бухта, потому что все было смыто. И после 17 века данные о самом большом городе мира пропадают. Ну, прошло время, и опять же на этой территории находится самый большой город мира — Шанхай. То есть все вернулось на круги своя. Но это был не единственный город легендарный, который пропал. Еще более легендарный золотой город Маноа-Эльдорадо в Америке. Опять же, я его нашел, показал, что там всего лишь, как говорится, нужно найти то озеро, что пропало, которое было тоже смыто приливными волнами, опять же, цунами или потопа. То есть было гигантское озеро, на берегу которого он стоял, но сейчас не осталось ни озера, ни города. Вот одна из иллюстраций, 1612 год, опять же, город был зафиксирован, он стоял на берегу озера, все о нем знали, приходит 17 век катастрофический, и все, он пропадает. А почему он пропал, мы видим на современных картах. Вот посмотрите, большой кружочек красненький, такой овал я выделил, где видно, что это остатки гигантского озера, которое и в наше время не растет там ничего. То есть вот эта гигантская пустошь, на самом деле остатки гигантского озера. Поэтому в это гигантское озеро раньше впадали как раз две реки. И вот где я красными стрелочками выделил, вот одна река основная, вторая, два варианта есть. Но я склоняюсь больше к тому, вот этому нижнему варианту, потому что он более приемлемый. Скорее всего, там Маноа-Эльдорадо и стоял. Потому что в него попадали как раз из реки, русло рек не меняется. И очень вероятно, что он здесь, остатки этого смытого города, ну, как минимум фундаменты, опять же, занесенные песком. Ну, он находится глубоко в глубине континента, ну, как видите, о нем никто не слышал с 17 века. То есть остатки ждут своих исследователей. А как это происходило? Почему же их смывало? Опять же, есть Аксбургская книга чудес, я ее показывал, где написано, как это происходит. Ну, один из вариантов, например. В 1195 году после Рождества Христова, во времена Махомета, а по официальным данным Махомет умер 8 июня 632 года, или очень много прожил, или какое-то смещение просто, на острове Дола у Венеции были увидены два морских чуда в человеческом обличье. Ну, может, это иные формы жизни, может, это подводные жители, а может, товарищи из подводных лодок просто выглядывали, вот их и записали, как бы, морские чудеса. Огонь и пепел падал с неба в сопровождении радуги, так что люди думали, что настал судный день. Устрашающий гром слышен с моря, впоследствии было большое наводнение и было унесено много населения.
То есть вот это изображено на этой картинке, как города погружаются под воду. То есть непонятно, кто и что стал причиной. Морские жители, или это приехали какие-то две подводные лодки, там заложили какой-то заряд и взорвали его для того, чтобы наказать этих жителей города, или как. То есть, или произошло землетрясение, или все вместе, извержение вулкана, или наоборот кто-то кого-то спасал. Вопрос остается открытым. Но то, что эти катастрофы могут вполне быть и рукотворными, и локальными, и глобальными, мы должны знать и понимать, и собирать подобные факты, чтобы понять, что, когда и по каким причинам происходило. Ну и самое интересное, город, который находится в России, в Сибири. Опять же, это легендарный Камбалу, я его опять же нашел, потому что шел опять же по основным речным руслам рек и выделил, что он находится в Иркутской области России. Опять же, этот город пропал в 17 веке со всех карт, как и Кинзай, как и Мано-Эльдорадо. То есть все ссылки будут на материалы в описании под видео, переходите, знакомьтесь. Мои изыскания по старым картам показали, что Хан-Балык находится сейчас в Иркутской области, чуть ниже Братска. То есть он и раньше там стоял, но из-за того, что было какое-то глобальное затопление, там раньше тоже существовало гигантское количество воды, то есть там был какой-то водоем, в том числе искусственный, и он как бы усилил эффект, почему Хан-Балык тоже смыло фактически большими объемами воды. И он сейчас находится где-то в Иркутской области, вот в этом районе, и ждет своих первооткрывателей. То есть все это было, все это можно найти, восстановить даже в наше время, и все это легко и просто понять. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях. Для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.